Я хочу вам помочь, насколько это будет возможно, с группами год справиться, потому что у нас есть знания, которые можно применить. PRG stands for Pressure Relief Group. Год означает группа снижения давления. So the purpose is you're supposed to get together with the male and female and have them help you with a pressure that is in your life. Ключевое – это встретиться с мужчиной и женщиной в программе для того, чтобы снизить давление или нагрузку в вашей жизни вот благодаря вот этому собранию. It is often noticed that when you come with a pressure, you might spend the meeting talking about something else, which is actually a bigger pressure, which is funny because that's what shows, that's why it's better to deal with two different people because they can see it clearly. На самом деле бывали случаи, и часто такое происходит, что когда люди приходят на это собрание, то обсуждают совсем не то, что изначально планировалось, а просто снижают давление в процессе обсуждения какого-то вопроса, потому что это для человека, у которого давление это более важно. И в этом-то как раз и есть преимущество, что и женщина, и мужчина находятся, давая на этот счет более объективную картину. When I was in DA, it took me probably a full year or two before I even had my first PRG. Когда я пришел в АД, мне понадобилось 4 года, чтобы я впервые вообще начал использовать группу снижения давления. The meeting said it was a big part of the program, but you should have 3 months of numbers for a PRG. На самом деле, когда на встречах группы разговаривали про группу снижения давления, на самом деле это считается очень хорошим инструментом и очень важным инструментом, но для того, чтобы его сделать, надо 3 месяца персональных чисел иметь, то есть имеется в виду бюджет, расходы и доходы вести уже на протяжении 3 месяцев, к моменту, когда начинаешь эту группу. So I never had the 3 months because I have a problem with keeping track of my numbers. So that prevented me from doing the meeting. But now that I've done them and helped people have them, I know that it is more important to set the date and find the PRG woman and male than have your numbers ready. Да, на самом деле сейчас, по прошествии периода времени, могу поделиться опытом, что, соответственно, у меня были сложности с тем, чтобы формировать эти цифры, но теперь уже, имея вот этот опыт и видя, как это делают другие, важнее, говорит, обозначить точное время и пригласить туда, значит, мужчину и женщину из программы. Often having that date will result in pushing you to do your numbers. So it's kind of like a deadline. Да, But if you have no deadline, you're not going to be forced to do it. Да, установка данного дня, она формирует некую форму дедлайна или срока сдачи, и, соответственно, к этому времени ты уже начинаешь заниматься этими цифрами. So Southern California DA made a PRG booklet, which they call it Blue Booklet, that helps you to do PRG meetings. It's kind of like a guidebook. Калифорнийское отделение должников, анонимных должников, сделало специальный буклет, так сказать, буклет, который помогает проводить группы год. И он им с нами любезно поделился. Это от меня уже информация. И вот он про него сегодня, на него будет ссылаться много. Благодарю. Yeah, thank you. I'm going to show my screen of the booklet and it will be translated so you understand what I'm talking about. But I feel this is probably the easiest way to walk you through
PRG meetings that are very helpful and get clarity. Он сейчас поделится своим экраном, и на экране будет как раз на английском версия вот этого буклета, и он, соответственно, будет по ней нас проведет. Таким образом будет проще воспринимать информацию. На русском скоро это будет переведено. Вот наша группа уже занимается, группа АД занимается этим вопросом. Yes, please. If you're listening to this on a recording, I hope that you can get a translated booklet from somebody in DA, so you can listen to this and walk through the booklet yourself. Да, вы посмотрите эту запись, увидите, возможно, мы сохраним ее с картинкой, для того, чтобы можно было посмотреть потом. Okay, so I just opened it up. Press relief meeting, sample format using the 12 steps. Benny, I will ask them if it's available for them. I will see if people already have the screen share. Друзья, скажите, пожалуйста, у вас открылся экран Бени? Видно его? Вот он как раз по нему сейчас проводит. Да. Да, видно. Yes, they see it, yeah. Вот он рассказывает, что это по шагам сейчас проведет по этому вопросу. Yes, continue. Okay, so do you want to translate what this says? This booklet contains suggested formats. Would you just want to do that instead of me reading it? And then you Yeah, sure. I'll translate. Значит, вот по указанное место, он пишет, этот буклет содержит предполагаемые форматы трех последовательно проводимых групп по снижению давления. Этот материал на всех этих трех группах, ну, понятно, что тремя встречами может не ограничиться, но, тем не менее, вот это на первые три. Okay, so the first pressure relief meeting, numbers analysis and creation of a spending plan. Yeah, so maybe you could read that part too. Yeah. Это на первой встрече проходит анализ, значит, анализ цифр и создание так называемого плана по тратам, плана расходов. И, соответственно, вот тут детально расписано, значит, что, как просматривается. Там, начиная от первые 3 месяца просматривается, потом все источники дохода, список того, что есть в активах, список кредиторов, 4-й пункт. Yeah, I've done it in brief. Awesome. Okay, so it says to bring the following numbers, 3 copies of each. The 3 most current months of numbers from your record keeping. Yeah, you can read that part. Да, в настоящий момент он сказал, что, значит, надо принести 3 копии цифр для 3 человек за 3 последних месяца. Okay, so it says to have 3 months. If you cannot have 3 months, 2 months are acceptable. And if this is an emergency to resolve current or immediate crisis, bring whatever numbers you have available. Вообще, значит, 3 месяца это достаточно условно. Ну, вот он говорит, что часто встречается, что 2 раза, а 2 месяца есть, либо бывает вообще экстренный, тогда неси, говорит, все цифры, какие есть. So it's important that it says this because a lot of debtors, including myself, would never actually do a PRG meeting because we won't have the months or the proper numbers or anything we think is not good enough or is okay. So the point is that the important thing is having the meeting. So bring whatever you can, if it's bank statements, if it's notes you wrote down on a note paper, Excel sheet, anything, basically your income, your expenses, and what money you have in the bank accounts. Тут важным моментом является, что есть, так сказать, такое
характерное для должников поведение, что мы никогда, ну, вот он говорит, мы никогда бы, как должники, не сделали ничего с этими цифрами, не смогли бы подготовить их к группе год, потому что это вообще не в нашем поведении. Вот. Сама группа год мотивирует, и, собственно, важно, что написано, что здесь есть вот 2 месяца, там и экстренные группы можно проводить. Вот. Поэтому это важный момент. Иначе не смогли бы делать. Yes, please. It also asks for records, if applicable, personal checkbook, business checkbook, IRS paperwork, letters of collection, subpoenas, traffic citations, pawn shop slips. So anything that's overwhelming you, or that is hanging over you that you owe costs for, or that you dealing with the government or something like that. Все, что вас заботит, какие есть бумаги, какие есть цифры, какие есть ключевые моменты, которые вас беспокоят, там, может быть, письма, может быть, счета, вот это все надо нести на эту группу. Важно также разобраться в доходах. Yes, please. Okay, so it says the first pressure relief meeting, numbers, analysis, and creation of a spending plan. Suggested format, approximate duration of meetings, 1.5 hours. Тут как раз написано продолжение вот этого буклета о том, что это описание первого собрания по год и, соответственно, предполагаемое время от 1,5 часов до 2 часов. Yes, please. And then you start with the opening prayer. Начинается с молитвы. Yeah, and I think we can say it together, but you might have to translate for everyone. Yes, I can do it, yeah. Our Father, we come to you as a friend. You have said that the 2 or more are gathered together in your name, there you will be in the midst. We believe that you are here with us now. We believe this is something you would have us do, and that has your blessing. We pledged with you always to be honest and search to our hearts for weaknesses and errors that we may block your help, that we may not block your help. We believe that you want us to be real partners with you in this business of living, accepting our full responsibilities and certain that the rewards will be freedom and growth and happiness. For this, we are grateful. We ask you at all times to guide us, help us daily to come closer to you, and grant us new ways of living of gratitude. Благодарю. Он прочитал молитву, открывающую молитву. Дорогой Отец, мы приходим к Тебе как к другу. Ты как-то сказал о том, что если 2 или 3 во имя Твое, то Ты там среди них. Мы верим в то, что Ты среди нас в настоящий момент. Мы верим, что Ты скажешь нам, что сейчас делать, и нас благословишь. Мы даем обещание, что будем с Тобой честны, и будем в поиске в своем сердце находиться слабостей своих и ошибок, и заблокируем их или исправим их с Твоей помощью. Мы также верим, что Ты наш реальный партнер в нашем бизнесе и в жизни, принимаешь наши заботы и подаришь нам свободу, процветание и рост. Рост и счастье. Мы очень признательны Тебе и благодарны тому, что Ты ведешь нас. Помоги нам на каждый день и будь близок к нам, и даруй нам новые пути жизни и благодарности. Благодарю. Амен. Аминь. Okay. So it says, read the 12 steps of Debtors Anonymous. Review steps 1, 2, 3, and 4. I believe that at the back of the booklet is the, wait, let me see, somewhere. Yeah, we have it translated already, so they recognize what it is. Okay, good, yeah. Значит, у нас следующим идет вопрос, это то, что надо зачитать с 1 по 4 шаг
12 традиций и 12 шагов, 12 традиций анонимных должников. Вот недавно появился этот документ, на русском в том числе, вот они вот таким образом. Он искал, соответственно, если он в этом буклете, его нету в этом буклете. Yes, please. Okay. So it says, review steps 1, 2, 3, and 4. We admitted we were powerless over debt, that our lives had become unmanageable. 2, came to believe that a power greater than ourselves could restore us to sanity. 3, made a decision to turn our will and our lives over to the care of God as we understood Him. Значит, зачитывается 4 с 1 по 4 шаги. То есть, во-первых, мы признали свое бессилие перед долгами, и наша жизнь стала неуправляемой. Второй – это мы верим в силу большую, чем мы, и для того, чтобы восстановить наше здравомыслие. Третье – мы приняли решение передать свою волю Ему, Богу, как мы Его понимаем. Read the third step prayer. God, I offer myself to Thee, to build with me and to do with me as Thou wilt. Relieve me of bondage of self, that I may better do Thy will. Take away my difficulties, that victory over them may bear witness to those I will help. Thy power, Thy love, and Thy way of life. May I do Thy will always. Да, затем зачитывается молитва третьего шага. Я не буду переводить полностью молитву третьего шага, потому что время будем экономить. Yeah, I've said to them that the third step prayer is read. We know that data, so there is no need to. Oh, good. Okay, good. I wasn't sure if you guys need a third step prayer. That's good. Yes, we do. Yeah, we do. It made us searches and fearless moral inventory of ourselves. And then if you have the big book, well, you should have it. Read the last sentence on page 63 in the big book, beginning with next we launched. Четвертым идет, это мы провели инвентаризацию, бесстрашную инвентаризацию своих, моральную инвентаризацию, и он не ссылается на 63-ю страницу в большой книге анонимных алкоголиков. Тут страницы могут не совпадать, поэтому надо будет искать, там 4-й параграф, третий параграф на 64-й странице тоже они на него ссылаются, но это английская версия, поэтому могут не совпадать страницы. Yes, thank you. We can continue. Okay, so so at the beginning it says suggested format, approximate duration of meeting 1.5 to 2 hours. So right when you start, I would suggest having somebody do the timing. Обязательно, да, он предлагает. Maybe a 10-minute warning, so you know that it's been an hour and a half or 2 hours. Agree at the beginning of the meeting with your PRG people if 2 hours is appropriate or hour and a half. They're available for that much time. Изначально он предлагает на встрече договориться о времени, и вести его учет этого времени. Вот, возможно, договориться там, что не 1,5 часа будет вести, а 2, например. Yes. And this is important for 2 reasons. One, it sets clarity. Sorry, Beni. Time go 10 minutes. Okay, so 10 minutes left. Что, только 10 минут осталось, что ли? Он спрашивает. 20 минут прошло 10 минут. Нет, вы говорите, что 20 минут, просто я буду переводить. 20 minutes passed. So 20 minutes. So I have another 20 minutes. You have another 20 minutes, yeah. Okay. So where was I? And then, having a time limit will help force getting the real issues taken care of instead of just a lot of talking. But it's the job of the PRG people to kind of run the meeting and make sure it stays on track. Очень важно обговорить время, потому что если время понятное и меньше разговоров, больше дела, больше важных моментов. И, конечно же, ведущим здесь выступают люди, которые проводят, группу по снижению давления.
вот, для того, чтобы держать собрание в тонусе. Вот, это необходимо. Вот. Yeah, we can continue. Okay. And then it says to write your purpose or goals for the meeting, what you would like to get out of this pressure relief meeting, what you want to resolve, your need clarified, etc. If you could have anything you wanted out of this pressure relief meeting, what would it be? What do you want to change in your life, financially, emotionally, and spiritually? And also the purposes may be pre-written in this booklet or just on a piece of paper ahead of time. You don't have to wait for the meeting to write down these purposes and goals. Да, изначально пишутся цели, задачи на это собрание. Они в основном, значит, про то, как вы хотите, что вы хотите от этой группы, какой результат будет для вас приемлемым, что вы хотите поменять в своей жизни, финансово, эмоционально или духовно. Не обязательно дожидаться начала этой группы, чтобы эти цели сформировать. Обычно принято, что до встречи формируются эти вопросы. Yes, please. Okay. And then it says, read in the spending plan pamphlet, what is a spending plan, why do we have one, and what are the benefits? I am going to look to see if I have one, and then I can give it to you guys so you can translate it and use it for these meetings. But it's not a deal breaker. It's not something that will prevent you from doing the PRG meeting. Абсолютно. Значит, он говорит то, что также читают такую же брошюру по плану расходов. Вот, что такое план расходов, для чего его иметь и какие он дает преимущества. Он посмотрит сейчас, есть ли он у него, и если что, может с нами поделиться. Вот. Но его наличие и вот знание вот этого, значит, плана расходов не является определяющим для проведения группы снижения давления. Это большой бонус, но никак не определяющий. Если его нет, то ничего страшного. Yes, please. Okay. So, hold on one second. Okay, so after discussing what your pressures are, you will give your PRG people the numbers that you have, and then hopefully you put in the work so that way the 3 months are averaged so you understand what your monthly income, expenses are, etc. for the 3 months total. But also make sure you have your numbers from each month, because 1 month, might be $10,000 difference because of a major medical issue or a car accident, or you bought a car. So that'll change your numbers to make the average higher or lower. Угу. А когда будет разговор про 3 месяца, вот тех цифр, которые есть, на самом деле цифры от месяца к месяцу могут изменяться, поэтому разбивка по месяцам, она желательна. Почему? Вот он приводит пример, что, например, $10 000 вы, например, могли сверх потратить в один из месяцев на поддержание своего здоровья, то есть проходили, например, лечение, и это 10 000, они будут, если разобить их по 3 месяца, соответственно, они как бы лягут равным слоем. А на самом деле внутри-то получается, что один месяц перевешивает остальные другие. Yes. And after saying the problems and showing the numbers, your PRG people can help address what your pressures are. And this is a spiritual program, and I think there's no way of me telling you the right or wrong way to do a PRG, but it's a way for helping each other. So, your teammates or your PRG people are there to help you. It's a gift. It's something that, it's truly your meeting. It's for you, the person getting the PRG, and everything that's coming to you should be come from a place of God and love and DA.
Затем происходит обсуждение, соответственно, тех вопросов, которые вас действительно беспокоят. Для этого, собственно, и собирается эта группа, и она будет относиться к этим проблемам со стороны, значит, духовной, вот, и используя принципы АД. And this doesn't mean you have to be like super nice or, you know, treat them like a, you know, very, very soft, but it just means that, you know, everybody's different. So some PRG people might be very strict and, you know, give you a solid list, and other ones might be more free flow thinking and kind of more open bounded. So everybody's different. And I guess that's where choosing your PRG people is important, but also more important than choosing your PRG people is getting a date with 2 PRG people. So keep that in mind. В настоящем, ну, потом, соответственно, нет необходимости быть очень мягкими внутри этого, значит, собрания. Возможно, ведущие и приглашенные вот эксперты, они будут говорить с вами пожестче. Это для того, чтобы донести свою идею или вот идею, которая вот понятным языком для вас, могут быть мягкие, могут быть не очень. Вот. Важнее даже не кто придет, как он говорит, на эту встречу, а что эта встреча состоится в присутствии мужчины и женщины. То есть в обозначенную дату. Yes, please. And when the PRG people are with you, they will hear your problems and then give suggestions and an action plan to address these problems. And I'll give you some examples of what some actions I've given in the past. Но в тот момент, когда проходит группа, соответственно, коллеги помогают вам составить план действий. Вот. При этом он может быть различным. Вот я приведу несколько примеров из того, как это было в моем случае. Yes, please. The first action I usually give is email all these actions to both the PRG people. This does 2 things. One, it makes you start your actions immediately. Basically, taking action is basically the best thing in DA. And also, 2, if you ever lose your actions or PRG notes, you'll have it on email. Первым заданием, которое я даю после вот этой группы снижения давления, это, соответственно, разослать на электронную почту сам список действий, который был предложен на группе, потому что для нас в АД действие очень важно, и это уже форма действия, то есть запускает этот процесс. И в случае, если вы потеряете каким-то образом на компьютером что-то случится или еще что-то, соответственно, у вас будет возможность взять этот план из электронной почты. Yeah, we can continue. And so, for example, I've had a PRG where somebody was having housing problems and maybe wanted to move out or had to move out, but didn't know where to go, to what to look, to know how much things costed. So the action was to do research, go online and find out places, call them up and get numbers so you have clarity on what you know, the average monthly price will be to live in a certain city, as well as, you know, reasons to move to a city. So often. 10 минут вышло. So that's a second announcement. So 10 minutes more to go. Okay, cool. So yeah, basically do research on a home, or if you're looking for a car, do research on cars. Okay, go ahead. Да, значит, перевод, сейчас переведу вот то, что он сказал. У меня был случай, говорит, когда вот этого человека, которому проводили мы группу год, у него была задача, соответственно, поискать срочно дом, потому что
его выгоняли из дома, в котором он жил, и вот ему задача была найти подобные дома и, соответственно, определиться, где он будет жить. Либо то же самое может быть с машинами, например. Задача поискать, где можно найти машины, которые он ищет. Okay? And this here is similar to where the wax here, shine there applies. So if I said maybe, you know, go to the car dealers and test drive different cars if you're looking for a car, and you go and do that test driving, and let's say some other aspect you end up getting in a great car, it's just by waxing here, shining there. You know, you're doing these actions and just doing them as told, and then something might happen in your life. You test. You know, I'm sorry, I'm talking a lot, but let's say you test drive a car that is $20,363, and then you don't have that money, and then you do these work, you do these actions, and then you get some check for $20,620. You know, it's exactly these kind of things happen. So yeah, the phrase which you it works really in our lives, and now I see a lot of people quoting that. Значит, у него это знаменитая фраза, то, что когда натри машину с одной стороны, но чтобы она блестела, а блестеть будет с другой. А вот также он говорит, мы говорим для наших подопечных такую историю, что, соответственно, иди, сделай вот это. И бывало, говорит, часто такая история, что вот он приходит поводить машину на тест-драйв, выбирает эту машину, денег-то у него нету сейчас, там машина, например, стоит $20,600, да, но нет у него таких денег. Но через какое-то время ему каким-то образом приходит чек на $20,600. Вот это, говорит, частое распространенное явление. Yes, please. So we only have about 5 more minutes left. So just some samples would be go to 30 and 30 meetings or 90 and 90 meetings. Возможно, вот еще мы даем рекомендации сходить за 30 дней на 30 собраний. If you're having problems with taxes, reach out to members in DA that have had these problems to fix them, or share at every meeting about these problems. Либо вот если есть проблемы с налогами, соответственно, поискать человека в сообществе АД, у которого были подобные проблемы, и как он их решил. Либо целое сделать собрание по этому поводу, ну, имеется в виду встречу организовать по этому поводу. One of my actions, you know, I realized that I wanted to travel, so they told me to write down 20 different places to travel to and why I would go there or what I would do. Например, у меня персонально мне пришло, значит, такое поручение сделать 20 мест, куда мне хочется съездить, и почему я туда хочу съездить, потому что у меня изначально были вопросы с тем, что вот я хотел бы ездить, но путешествовать, но не мог. I must admit that I did not do this action, and what happened next was COVID hit, so nobody could travel anywhere. Я, говорит, продинамил это задание, если честно, и, соответственно, потом наступил ковид. Теперь мы знаем, кого надо винить за ковид. So we know now whom we blame for COVID then. Oh, good thing this is being recorded. So yeah, so I think I've covered this, and you know, this is the first meeting, and it gives you suggestions for the other pressure relief meetings, but you could just keep repeating number 1 until you have clarity. These are just suggestions. But the important thing is, I think I've handed you guys a great gift that will make your lives a lot easier and will be very beneficial for PRG meetings, which will really help you. На самом деле, вот он рассказал нам про первую встречу. Время, стоп. 5 минут. У тебя еще 5 минут же, так? За 5 минут до конца у нас там. Господи. Значит, он рассказал нам про первую встречу поподробнее. Вот, и, соответственно,
Пока у вас не появится ясность по ней, он предлагает, в общем-то, ее проходить несколько раз. А там есть вторая и третья, это на более зрелые стадии, когда обсуждаются уже другие аспекты. А вот это, он говорит, это большой подарок. Да, все верно. Еще 5 минут есть. А вот, we still have 5 minutes to go, yeah? И, значит, вот он говорит о том, что это, говорит, огромный подарок, пользуйтесь им, он вам очень поможет, помог очень многим нам, но это все рекомендации, то есть это не как руководство к действию, а конкретно рекомендации, которые можно использовать вот для того, чтобы встречи проходили более эффективно. Yes, thank you. We can continue. Okay, perfect. So I'll just relate what happened to me with these PRGs. My first PRG, I was very nervous and kind of scared and vulnerable. And after I did the PRG meeting, I felt so relieved and raised up and uplifted and positive. And one simple example I'll give you is that when they said, "What are your purposes of the PRG meeting?" One of them was, take care of my finances, etc. But another one was, I was in a very bad place. So, to feel positive and grateful for my life and just to be happy. And sure enough, I am in that place now where I am happy and grateful. And that could have been a wax here, shine there thing. So these things do happen, but you might not see how they happen, but just do the work. Мгм. Теперь я хотел поделиться моими персональными вопросами, как мои группы первые проходили. Моя первая группа обозначила мне, значит, во-первых, я хотел поинтересоваться у них возможностью, значит, поправить свои финансовые дела. Ну и также, говорит, жил не в очень приятном районе, и рекомендация была, соответственно, поискать что-то лучше, и вот что-то лучше искалось в процессе. Вот. Это такой вот тот же принцип «потри здесь, засияет в другом месте». Это про машину. Вот. И вот этот принцип, говорит, работает. Yes, please. And after getting my PRG, I have given a good amount of PRGs, and the feeling I see when we're done and the person looks like they're about to cry out of happiness or joy, or sometimes they do cry. It's just such a nice feeling that I'm able to help someone so drastically in their life. And it gives me, makes me feel spiritually connected and a reason and purpose to be on this planet. Мгм. Говорит то, что после того, как я сам получал группы по снижению давления, я их давал, и видно, вот я забыл перевести о том, что говорит, на моих первых я почувствовал себя настолько приподнятом состоянии, которого давно не испытывал из-за своих проблем, и освобождение определенное почувствовал. То же самое говорит, когда я участвую в чужих, ну или партнеров в группах снижения давления, я вижу, как у них, значит, проясняется взгляд, может быть, кто-то плачет даже на этих встречах. У меня ощущение такое, что вот я, говорит, это смысл, в том числе и моей жизни, вот такое делать, помогать людям. Yes, please. And I think that's our time, but there's an example where it says actions such as having fun, example, going to a movie, etc., getting a sponsor, asking for help. I often give actions such as, go get a manicure, or go to the spa, or go do something nice, because we're so hard on ourselves, and there's a positive feeling in being able to do that. So that's another example of an action you can give that's very kind. Часто, значит, бывает такое, что я даю рекомендации: сходи в кино, или сходи на маникюр, или сходи в спа, потому что мы достаточно часто жесткие сами к себе, требовательные сами к себе. Поэтому такие подобные приятности для человека могут быть очень-очень полезны с точки зрения того, чтобы он почувствовал себя по-другому. We still have few minutes. Okay, cool. So
That is a Время mix of, Мгм. Давайте еще минутку дадим. Доскажет и потом это, да. Я continue. ок. okay. I don't know what else there is. I would just say it says to have PRGs every 3 months. So if you wanted to be really proficient, right after you're done with the PRG meeting, set up a time in 3 months to have another PRG meeting. But sometimes you want to go with other people. You know, you might not feel that this is the perfect fit for you. So that's okay. You could always change PRG people. So that's your choice. But the important thing is you do the meeting and you get it. Мгм. Значит, следующая встреча год у них обычно через 3 месяца. Вот. Может так случиться, что вы поменяете состав группы. Это нормально. Важно, что вы доверяете и чувствуете помощь этих людей в части вот, ну, как-то ментально подходите или духовно подходите друг к другу. Вот. В общем-то, подготовка вот этих встреч тоже лучше озадачиться заранее. Все время. Thank you. That's time now. Okay, yeah. Thank you for having me. I hope this helps. And Он благодарит за возможность выступить, за то, надеется, что это помогло, то, что он выступил и рассказал. Yeah, continue. oh, I'm done. Time, right? Yeah, correct. Ну и все, на этом мы перевод закончил. Benny, do you have few minutes to answer the questions? Sure. Он также готов отвечать на вопросы. Thank you, Бени. Спасибо, Бени. Раз Бени готов поотвечать на вопросы, прошу вас задавать вопросы, ставьте единички в чате. Кто не может говорить, пишите, я буду транслировать, и повторно вопросы двоечки. Спасибо. Now floor is open for questions. Once people are ready to ask question, then they put three times 1. The second question from the same person, 3 times 2. Друзья, активнее задаем вопросы, человек ждет. Да, Денис, да. Сергей. Да, Денис, должник. Вопрос. Вкратце, да, ну, программа действий, программа, да, нового образа жизни по принципам. Вкратце, если можно, пускай Бени скажет, какие принципы он в жизни постоянно применяет, да? И как, да? Вот. Давай зададим. Да. Какие и как. Then the question is from Dennis. Benny, how you apply principles and which principle you admire the most and apply the most? I would say principle of service. I talked in other meetings. I'm of service to others. I'm of service to my meetings, and that's one of the solid things in my life. That just like a job, I'm committed to certain meetings, and I'm committed to helping other people, and this gives me a purpose. It makes me feel like I'm on the right path with my higher power, and all the other things or joys of DA will come to my way. I put in the work and also in the service. Бенни говорит то, что, значит, принцип служения, говорит, я чаще всего использую. Я постоянно, говорит, служу другим людям. Это наполняет мою жизнь целью.
вот, служу на встречах, помогаю другим людям. Это говорит, для меня очень важно. Следующий вопрос. Единички, Сергей. Единички, Сергей. Сереж, тебя плохо слышно. Понятно. Ага. Да, Сергей Горшков, единички, прошу. Вот у него звук плохой, там у Сережи. Сейчас он перезайдет, наверное. Пока Вадима давай. Да, Вадим, Самара, единички, вопрос. Да, привет, Вадим. Должник, благодарность Бени за спикерскую. Очень было познавать, особенно брошюрку тоже отдельно. Спасибо, да, надеемся, что переведется, будем пользоваться. У меня такой вопрос, он может быть щепетильный, в плане, бывали ли такие случаи, когда человек, который собирает группу год, ну, видно, что у нее идет сопротивление, и насколько люди часто реагируют негативно, вот когда им, скажем так, рекомендательно, сильно рекомендуют непосредственные действия. То есть были ли у него такие случаи, как он выходил из них, вот это самое, соблюсти, да, разницу между, твоим видением, может быть, да, с помощью Бога и, скажем так, вот насколько не жестко, а как вот настоятельно рекомендовать он делает. Вадим, у нас Насколько он... Да, у нас есть такая традиция говорить короткие грузинские тосты. Ты можешь как-то в 3 слова задать вопрос? Потому что перевести очень сложно будет весь контекст. Да, мне тоже сложно, Жень. Давай тогда так сейчас формулируем. Как есть, там поймешь тогда, да. Да, давай я так переведу ему тогда, что, соответственно, бывают случаи, когда на группе год человек настроен, то, кому проводит группу год, или участники группы год настроены негативно и воспринимают вот обратную связь от группы год негативно. Как он себя ведет при этом? Да, напрямую. The question from Vadim, Beni, for instance, if you came across in your life that either the person whom provided the support of PRG or the member of PRG are feeling very negatively and provide kind of remarks which are negative, have you come across those, and what you do if that happens? So are you talking about people that gave me the PRG are negative, or the people I'm giving the PRG to? Both. Off the top of my head, I can't think of any negative instances, to be honest. Честно говоря, говорит, мне не знакомы такие случаи. Достаточно, это если и происходит, то, наверное, редко, но ему не встречалось. Maybe I've been lucky, but the people I've done PRGs with have come with love and just never any negativity. There might be things they ask me to do that I might not want to do, but still not in a negative way. Может быть, такие случаи, что обычно, говорит, люди приходят с любовью. Возможно, говорит, бывают случаи, когда они дают рекомендации, которые я не очень хочу делать. Вот, но тем не менее. But do you do that once they recommend, or do you have something to be avoided? Oh yeah, I try to do everything they tell me. Я стараюсь выполнять все, что мне приходит на моей группе год. It's kind of like working out or making a cake. So if they say, you know, they give you an instruction, then say do this, do that, do this. And if you don't do it, then it'll be a bad cake or you won't be in good shape. But if you do those things and then the cake turns out bad, or at least you try to do it their way. But also this is a program of progress, not perfection. So do the best you can. We're all humans, and you know, just do the best you can. В настоящем, ну, это бывает такое, что мне действительно не нравятся такие рекомендации,
но я стараюсь их делать, потому что это, говорит, как походы в спортзал или изготовка, ну, готовить пирог, например. Если я готовлю его по-своему, то есть не соблюдая рецепт, ожидать, что будет хороший результат, я уже не могу. А если же происходит нечто, что, ну, как это, он выполнил, но не получилось, по крайней мере, я предпринял все ошибки, предпринял все действия. И вообще действия в нашей программе, соответственно, они супер как важны. Вот. И программа действий, про АД он тоже говорит. So last one was if you don't follow their recommendation, then it's on you, yeah. That's what she was saying. But once you are, if you are human, we are all humans, so do best you can. That's what how it needs to be translated. Is that correct? Но важным моментом еще является то, что одно из моментов того, что делать надо на свои возможности, важно не идеал или не совершенство, а прогресс. С этой точки зрения делай, что можешь, и Господь сделает остальное. Yes. Oh yeah, I got something else. So sometimes these actions they ask you to do might not feel, you might not want to do it. It might feel annoying or hard to do or terrible, but it's very much like wax in here, shine there. For example, I had a PRG person who wanted to travel to New York for their family for Christmas, and they had a problem with their job. So I told them to, go around their neighborhood and apply at different grocery stores or jobs like that. She told me later that she thought that was a terrible idea, that it was her just getting more underpaying jobs. But she did that, and next thing you know, she got a phone call and somebody was able to cover her slot. So she did go to New York for like 2 weeks to be with her family for Christmas. So that shine there, wax there, that's a good example. So you suggested to her to go through grocery store asking for a position, yeah? Yeah, she because didn't like the job she had wasn't very very freeing for her to be able to go to like spend time. Right. I understood. Значит, там вот он хотел привести пример одной женщины, которой они дали рекомендацию, значит, сходи и поищи новую работу, вот, потому что та работа, которая у тебя сейчас есть, она сейчас не дает тебе возможности там быть свободной. И вот Бени порекомендовал ей сходить по магазинам вокруг, и магазин имеется в виду продуктов, и посмотреть, какие там есть позиции. Женщина подумала, этот сейчас товарищ мне дает работу, которая, и просит меня поискать работу, которая не оплачивается хорошо, то есть она там недозарабатывание, возможные эффекты. Но в конечном итоге она сходила, сделала, и в итоге получилось так, что ей позвонили и, значит, дали возможность 2 недели на Крисмас, имеется в виду на Рождество, провести. Крисмас для американцев это очень много чего значит. Вот, дали возможность провести с семьей, чему она была несказанно рада. In that area, she didn't change the place, but it happened that they offered her 2 weeks slot. Yeah, is that the case? Or basically they said nobody can leave because it was going to be busy, even though it's COVID. And in the PRG, I told her to find people to cover her so she could go and they could cover her slot. And she did, but they said none of them are able to do that. And then after she started applying, somebody called and said, oh yeah, I actually can do that. It'll work out perfect. So I need the etc. Да, на самом деле там произошло следующее. Хоть она и не устроилась на работу в эти магазины, да, работать в магазине продавцом, ей позвонили с той работы текущей, на которой она, значит, работала, и предложили подменить ее на период вот этих рождественских каникул, для того, чтобы она побольше времени провела со своей семьей. То есть получается тот принцип в действии, когда
трешь в одном месте, светится в другом. Next question, yeah? Следующий вопрос. Сергей Горшков. Такой вопрос. Нормально слышно? Отлично слышно, Сереж. Отлично. Я не получаю чувство облегчения на PRG, когда для меня проводят. Также я не получаю чувство облегчения на группах, когда я высказываюсь. Я связываю это с двумя вещами. То есть это психическая организация какая-то, да, там, болезнь, вот, разного рода. И второе – это духовная лень. То есть я ожидаю, что я просто поговорю, и мне станет легче, и все, мне не надо ничего будет делать. Сталкивался с подобными вещами в своей практике. Sergey is asking the following question. He doesn't feel relief from PRG group, neither from speaking on the meetings. He relates this with his addiction, that it opens up that way that speaking up doesn't relieve him. Do you have any experience in that sort of attitude or that sort of situation? What would be your, if you can share, that would be brilliant. So let me get this correct. So he's saying he doesn't get relief from doing PRG meetings or Right. going to meetings. Is that what you're saying? Yeah, that's correct, yeah. Okay, well, first off, I congratulate him for being here. That's the first step, even though he doesn't want to be here, he's still here to get the help. So that's great. Во-первых, он хочет поблагодарить, что ты в настоящий момент здесь. Это один из первых шагов для того, чтобы получить помощь. And I would say to get a sponsor if he doesn't have one, and start working on the steps, because that's where the real magic happens. And then hopefully, ideally, if he does it the way we suggest, then he will be in a different place in his life where he will be open to these meetings and PRGs and just have a more positive feeling. Возможно, значит, обрести спонсора, если его еще нет, и, соответственно, работать по шагам. Там, говорит, основная магия происходит, и позитивность, она тоже придет от шагов и роли. So God will act in his life through steps. That's what you're saying. Yeah, exactly. Да, Господь будет действовать в твоей жизни через прохождение или перепрохождение шагов. Спасибо. Thank you. Next question. Юля, Вопрос. пожалуйста, вопрос. Да, я хотела спросить, Бени, скажи, пожалуйста, ты закрыл собственные все нужды, какие у тебя были? Основные, там, как это сказать, не то, что там какие-то там желания, там капризные, там, а вот именно основные нужды ты закрыл в процессе программы? У меня все, спасибо. Benny, there is a question. If you covered first all of your needs in the program, I mean financially, she specifically says that not cover the wants of what you had, but I'm widening the question. If you made your wants also what you wanted covered, what would you say? How program helped you? Can you explain that question? Sorry? Well, she's saying, how did the program work so I didn't get what I wanted, or what things happened that I did get what I wanted? Yeah, she asks if you covered your basic and financial needs in terms of your life with the program.
I also widened the question because she specifically said that if your wants, the things which you wanted is not covered, she said, at least do you have your needed is covered, your needs covered. That's what she said. But I wanted to expand the question towards, did the program help you to make what you wanted? Okay, yeah, that's great. So all my needs are taken care of. And, you know, I can just add that as a direct result of working the steps in this program. As far as want, for such a long time, I wanted a girlfriend, and I've also wanted to live in a house because I've lived in a 1-bedroom apartment for about 10 years. And now I'm living with my girlfriend in a big house. Okay, answers the question. Значит, в программе я получил не только покрытие моих внутренних вопросов, связанных с финансами и каких-то ключевых моментов, но и у меня была мечта жить, ну, обрести девушку и жить в доме. А я, говорит, 10 лет жил в однокомнатной, ну, в их понимании однокомнатной, в нашем двухкомнатной квартире маленькой на протяжении 10 лет. Теперь, говорит, благодаря тому, что я делал программу и помогал другим, у меня, значит, есть огромный дом, и живем мы в этом доме вместе со своей девушкой. So next question, is that the answer? Yeah, I think that. Yeah, да, это ответ. Следующий вопрос. Следующий вопрос от Елены. Привет, спасибо, Бени. Какие самые частые рекомендации даешь ты во время года, кроме заботы о себе? The next question is from Yelena. She asks, thank you, Beni, for speaking. And what the most often recommendations from yourself at PRG, apart from caring of yourself? Probably go 30 and 30 meetings or 90 and 90. Make sure and share as much as possible about your problem, and, you know, ask for help. So let's say you have no job, share at every meeting. You have no job, and then you might get help. If you have a problem with creditors, share at every meeting. You have creditor problems, and then someone might be able to help you. That's the way this program works. We all help each other because we have to go through these issues, and we're there to help others. So that's. Ну, самое, говорит, распространенное – это 30 дней, 30 собраний, и ходить на собрания и говорить в том числе о своей проблеме на собрании. Например, нет работы, говорить об этом. И бывает так, что люди помогают вот на этом собрании, после или на этом собрании. То есть говорите о том, что вас беспокоит. Вот, и так оно, говорит, работает, эта программа. And I don't know how it is in Russia. I don't know if you guys have meetings every day. And there might not be as much options as we have out here. So do the best you can. But besides just sharing about your problem, you're also going to meetings, which is like waxing, as well as you're getting some spiritual medicine. Benny, online we have every day, apart from... Yeah. Да, он говорит, то, что, возможно, говорит, у вас нет доступа такого, как у нас, до встреч, но я ему говорю то, что онлайн-то у нас каждый день есть. И он говорит, обязательно ходите, общайтесь. Вот. Это, говорит, тоже ваше действие. Это все равно, что вот тереть в одном месте. Где-то в другом месте что-то выскочит. Okay, great. Yeah, and then since you have access to so many meetings, you have no excuse to do 30 and 30. And if you say you have no time, but you have time to watch Netflix, then, you know. Если у вас есть доступ до таких встреч, вот как онлайн-встреч,
то, говорит, у вас нет причин, почему не ходить на эти 30 встреч. Если такое, всегда можно найти это как замену просмотру Netflix, в нашем случае телевизора. Да? So 5 minutes before end of the meeting. So probably last question. What would you say? Should we open the floor for one more question? And еще крайний вопрос, и все, на сегодня закончим, потому что надо уважать окончание группы, уже через несколько минут. Он на чайную не сможет, да, Евгений, остаться? Я не смогу, мне в 30 минут надо на перевод идти. Если кто-то сможет перевести, я ему предложу остаться, но не факт, что он сможет, потому что у него уже 9:13 вечера уже, пятница. Тогда, получается, крайний вопрос. У нас, получается, Вадим, Самара. Вадим? Еще раз, Вадим Должник. Вопрос такой. Бени, приходилось ли тебе отказывать человеку, если он обращался к тебе для проведения группы год? Причины разные, может быть. Были ли такие? И что ты чувствовал при этом? Спасибо. Did you experience when you had to refuse a person to do a PRG with him for whatever reason? And what did you feel once you refused? So somebody asked me if I could give them a PRG, and did I refuse? Yeah, and you didn't have opportunity to or whatever. Yeah, I've had examples where I've given a PRG to a person and they wanted me to keep giving them PRGs, but I just, I wasn't available. So I'm honest, I'm not available, and I don't feel bad about that, and I'm not his higher power. So, if I'm not able to do it, the right person should be able to give it to him. На самом деле у меня были такие случаи, бывало часто, что ко мне обращались, но я не мог провести группу год, и по этому поводу я честно говорил об этом, никакого расстройства я по этому поводу не чувствовал, потому что я честен с собой и честен с людьми. Другой вопрос, что, возможно, то, что я отказал или отказался провести, может, этот человек найдет другого человека, который больше ему подходит, и я не являюсь высшей силой для того человека, поэтому, возможно, кто-то лучший найдет и станет его, участником группы год. Так, ответил на вопрос, Вадим? Да, конечно, спасибо большое. Thank you very much, Beni. There is end of the meeting. Also, we are very thankful for you for the time you've came. Так, я поблагодарил его от нашего имени, и, Денис, можно продолжать завершать собрание. Да, спасибо. Время подходит к концу нашего собрания. Да, я хотел бы поблагодарить нашего спикера Бени. Спасибо, Бени, возвращайся. Yes, Dennis, who is leading the meeting, thank you personally, and come back again, Beni. You are very welcomed. Напоминаю, наша 7-я традиция, она выложена в чате, в соответствии с которой мы отказываемся от помощи из нее, существуем наши анонимные добровольные пожертвования. Хотя пожертвование не является условием членства. Размер пожертвования определяет каждый из нас сам, для себя, исходя из расположения своего сердца. Есть ли у кого-нибудь какие-нибудь объявления, касающиеся нашей группы или АД в целом? 12 обещаний программы. В программе «Анонимные должники» мы собираемся вместе, чтобы поделиться опытом, силой и надеждой выздоровления от компульсивных долгов. Когда мы работаем по 12 шагам АД и используем инструменты выздоровления, обещания программы начинают исполняться в нашей жизни. Обещание, в том, в чем раньше мы чувствовали отчаяние, мы обретаем надежду. Вторая. Ясность придет на смену неопределенности, мы обретем интуитивное знание, как справиться с ситуациями, которые оказались нам тупиком. Третье. Мы будем жить по средствам, но размер нашего дохода не станет приговором. Четвертое. Нашу жизнь покинут чувство страха, беспокойства, унижения и долгов. Чувство, что мы всем должны.
5. Мы осознаем, что достаточно хороши, научимся ценить себя и свой труд. 6. Изоляция уступит место партнерству. Вера вытеснит страх. 7. Мы поймем, что всего имеем достатки. Наши ресурсы будут изобильными, и мы будем делиться ими с другими. 8. Мы перестанем сравнивать себя с другими, уйдут ревность и зависть. 9. Принятие и благодарность сменят обиды, жалость к себе и тоску. 10. Мы не будем больше бояться правды, мы придем от отрицания к видению реальности. 11. Честность будет руководить нашими действиями в направлении богатой жизни, наполненной смыслом. 12. Мы признаем силу более могущественную, чем мы сами, источником нашего изобилия. Бог сделал для нас то, что мы не смогли сделать для себя. Желающие могут присоединиться ко мне в заключительной молитве. Боже, даруй мне разум и душевный покой, принять то, что я не в силах изменить. Мужество изменить то, что я могу, и мудрость отличить одно от другого. Возвращайтесь, программа работает. Те, кто готов стать спонсором и провести других по шагам, могут обозначить себя в чате 5. Те, кто ищет спонсора, 7. Спасибо. Евгений? Да, я здесь. Я написал ему, что он спрашивает, может ли он идти, да. Он также говорит о том, что он еще пришлет различные формы, которые ему помогали, и он поблагодарил всех за проведение собрания. Benny, do you want to to say out loud thank you words or something if you want